Привет, друзья! Продолжаем искать 10 различий между фотоаппаратами Киев, начало в предыдущей части. После начала производства фотоаппаратов Киев у нас в Советском Союзе стали производить две модификации основные. Это Киев-2 и Киев-3. Киева-2 у меня, к сожалению, нету, придется вам довольствоваться картинкой. Киев-3 у меня представлен в виде следующей модификации Киев-3А. Киев-3 и Киев-3А отличаются только наличием синхроконтакта для вспышки. По остальным элементам это та же самая модель. То же самое касается фотоаппаратов Киев-2 и Киев-3. Киев-2А и Киев-3А. Они отличаются только наличием экспонометра и всего, что с ним связано. То есть Киев-2 это модель без экспонометра. Здесь я вам в данном случае показываю на Киев-4. А Киев-3, Киев-3А это модель с экспонометром. В остальном каких-то больших отличий между ними нет, поэтому я буду свой рассказ вести вот об этой ранней модели на основе вот этого Киев-3А. И сразу начну его сравнивать со следующей моделью Киев-4. Причем у Киев-4 уже идет какая-то другая путаница в названиях, потому что Киев-4, просто Киев-4 это вот такая модель с экспонометром, а Киев-4А это модель без экспонометра, в отличие от третьей, где 3А обозначала модель синхроконтакта. Причем внешне каких-то отличий по написанию, например, модели 4А или 4 или 3 у этих фотоаппаратов нет, и мы о том, какая это модель перед нами, должны догадываться лишь только по каким-то косвенным признакам. Так вот, передо мной сейчас две модели, они выпущены практически в одно и то же время. Вот эта модель 3А выпущена в 1958 году, вот эта модель 4, уже следующая модификация, была выпущена в 1959 году. То есть это дальнейшая модификация и развитие фотоаппарата Киев, и тут действительно есть какие-то довольно-таки существенные отличия. Что касается механической части, то здесь по сути все без изменений, тот же шасси, тот же затвор с теми же выдержками. Отличия кроются в основном в экспонометрах, а именно в размере экспонометров, и вот в этих задних крышках. То есть, например, модели без экспонометров будут отличаться как раз в основном вот этими задними крышками. Киев-2 и Киев-4 отличаются только вот этим элементом, по сути дела. На более старшей модели, точнее на более старой модели, у нас несколько более богатый набор получается. Крышка в более богатом исполнении. Здесь вот есть такой элемент, который позволяет удерживать фотоаппарат в стоячем положении, и он не падает. На дальнейшей модификации, к сожалению, есть вот такая проблема, что стоит его поставить, и он начинает падать. Это особенно заметно на моделях с экспонометром. Чуть что его так не поставишь, он начинает заваливаться. В изначальной версии, благодаря этому выдвижному элементу, эта проблема решена. Ну и в дальнейшем конструкторы попытались, наверное, немножко упростить крышку, во-первых. Вот здесь сделали такие ножки, на которых стоит фотоаппарат, и убрали выступающие элементы. Потому что здесь, допустим, вот эти элементы для снятия и откручивания довольно сильно выступали. Вот эта штуковина выступала для гнездо для штатива, и сама кнопка, которая для перемотки, которую мы нажимали для того, чтобы перемотать пленку, она здесь тоже довольно сильно выступает. Здесь она как бы утоплена в корпус. Казалось бы, возьми да поменяй, если тебе хочется более богатую крышку. Но, к сожалению, этого сделать нельзя, потому что гнездо для штатива здесь сделано, снимается вместе с крышкой, а на более поздней модификации крышка снимается отдельно от гнезда для штатива. Ну и вообще по креплениям здесь, получается, крышка не подходит. Теперь то, что касается экспонометра. Как вы видите, на более старой модели экспонометр был достаточно массивным и тяжелым. В дальнейшей модификации его сильно уменьшили в размерах, и он стал значительно легче. Вот эта рукоятка с калькулятором механическим, она тоже сильно уменьшилась. То есть она стала смотреться гораздо изящней, меньше и занимать меньше места в вашей сумке. Сама башня экспонометра уменьшилась в размерах и немного упростился ее дизайн. Здесь у нас шкала с таким большим количеством рисок,
здесь рисок уже поменьше и дизайн немножко попроще. Для того, чтобы экспонометр начал работать, мы открываем вот так эту крышку, и, как видите, стрелка начинает реагировать на свет. Здесь мы можем добиться вот этим кольцом регулировки. Нужно добиться того, чтобы стрелка заняла положение напротив вот этой большой риски. И тогда мы можем выставить здесь нужные ISO пленки и смотреть на остальные показатели, которые автоматически выставятся на этом калькуляторе. Тогда мы берем за основу те экспопары, которые у нас выставились на калькуляторе, и выставляем их на объективе и выставляем нужную выдержку в соответствии с этим. На более поздней модификации, по сути, все то же самое. Вот так мы регулируем нашу стрелку. Выставляем здесь нужные ISO пленки и пользуемся получившимися экспопарами. Выставляем нужную диафрагму на объективе и нужную выдержку. То, что экспонометр был больше по размеру и тяжелее, давало такую определенную проблему. Когда держишь фотоаппарат в руках, он имеет такую своеобразную развесовку, у него очень тяжелая верхняя часть, и фотоаппарат в какой-то степени выкручивает вот так вперед, и его держать не очень удобно. Приходится вот так все время напрягать мышцы, чтобы его держать в вертикальном положении, потому что если не напрягать, то его начинает вот так разворачивать вниз. И развесовка получается вот у такого фотоаппарата с экспонометром не самая оптимальная, не самая удобная. На модели 4 экспонометр был уменьшен, вес его тоже был уменьшен, и, скажу честно, держать в руке его стало значительно удобнее. То есть его не так сильно выкручивают вперед в каких-то положениях, и он больше так стремится держать вертикаль, и в этом смысле, конечно, работать с дальнейшей моделью, на мой взгляд, все-таки поудобнее. Ну вот крышка селенового экспонометра открывается, и, как вы видите, все-таки на дальнейшей модификации он тоже немного поменьше, что логично, и немножко здесь другая конструкция крышки. Еще из отличий, которые я заметил между третьей и четвертой моделью, если на третьей модели у нас просто объектив Юпитер 8, то на следующей модели четвертой у нас объектив Юпитер 8М. Насколько я понял, отличие между этими объективами кроется в кольце диафрагмы. Если на кольце диафрагмы Юпитер 8 регулировка бесступенчатая, мы просто крутим кольцо, то на Юпитер 8М тут у нас идет регулировка с кликами. Возможно, есть еще какие-то отличия между объективами. Наверняка знатоки меня поправят. Я очень рад, что мои ролики смотрят много людей, которые очень хорошо разбираются в таких фотоаппаратах. И все мои неточности всегда поправляются. Я это только всячески приветствую. В остальном, между этими моделями ни по отделке, допустим, вот кожа здесь, на мой взгляд, одинаковая, ни по элементам каким-то другим, например, кольца выдержек, например, рычага автоспуска, вот, другие элементы, я никаких отличий найти не смог. Возможно, они есть, опять же, если есть знатоки в комментариях, поправьте, возможно, где-то я чего-то не заметил. Соответственно, что касается модели без экспонометра, то здесь, поскольку экспонометра нет, отличия с ним связанных не будет, по сути, будет то же самое исполнение. Отличия все будут крыться в основном в том, что здесь чуть-чуть другой объектив с кликами и другая задняя крышка. В остальном практически идентичное исполнение. Получается, что модификация фотоаппарата Киев 4 и 4А продержалась на конвейере около 20 лет, с 59 года, как вот у меня здесь представлена модель, по 79 год. После чего была заменена на следующую модификацию фотоаппарата Киев 4М или 4АМ без экспонометра. Без экспонометра у меня нет, но в принципе принцип один и тот же. У модели 4 за 20 лет ее выпуска были, разумеется, незначительные какие-то улучшения и модернизации. Они касались в основном косметических элементов, отделки, каких-то замен элементов отделки кожи и так далее. Какие-то элементы незначительные менялись, переезжали по дизайну, менялись с места на место. Но по большому счету существенно ничего не менялось.
Как мы видим, например, у меня вот 59 год и 69 год, они выглядят абсолютно идентичны, имея в виду по отделке и дизайну различных элементов. Что касается модели 4M, которая начала выпускаться с 1980 года, если не ошибаюсь, то здесь были привнесены определенные изменения, о которых я сейчас расскажу. Претерпела изменения задняя крышка, ничего существенного, все основные элементы остались на том же месте. Единственное, исчезла вот эта кнопка, которая была нужна для того, чтобы перемотать пленку. Теперь для того, чтобы перемотать пленку, вот появилась такая красная точка. Для того, чтобы перемотать пленку, нужно вот этот элемент повернуть в это положение. Тогда там зажимается определенная кнопка там внутри непосредственно, и пленку можно будет смотать обратно. Изменился дизайн окошка видоискателя. Если на предыдущей модели он имел вот такую рамку определенную, то здесь эту рамку убрали. Но то, что мы видим в видоискатель, от этого не поменялось. Все осталось, в принципе, идентично. Экспонометр имеет тот же дизайн, по сути дела. Ничего я не вижу, никаких изменений. Вижу изменения в гнезде для вспышки. Здесь появился синхроконтакт для горячего башмака. Здесь его не было. Также поменялся дизайн кольца выдержек и кольца, который регулировал параметры экспонометра. Теперь он имеет такой стильный черный дизайн. И кольцо выдержек теперь имеет чуть другую форму, оно побольше. И риски как бы нанесены сверху. На предыдущей модели значения были нанесены вот здесь, на этой части. Поэтому, чтобы их выставить, нужно было вот так приподнять и выставить нужное значение. Здесь принцип абсолютно аналогичный, только здесь у нас контрольная точка находится теперь снизу, значения нанесены сверху, и мы, соответственно, меняем выдержку вот таким образом. Ну, все на самом деле точно так же, но косметически выглядит чуть-чуть по-другому. Плюс самая короткая выдержка здесь стала 1/1000, то есть она как бы уменьшилась, потому что здесь она была 1250. Я не знаю, поменялось ли что-то в реальности, или это просто другое обозначение. Как мне кажется, вряд ли здесь что-то сильно меняли, просто стало более стандартизированное обозначение, потому что 1250, которая шла на предыдущей модели после 1/500, но она так как бы не бьется ни по каким калькуляторам и ни по каким стопам. А здесь это, ну, скажем так, более правильно. Поэтому поменялось ли в реальности это значение или нет, я думаю, что знатоки в комментариях мне напишут. Ну и ручка перемотки теперь у нас имеет вот такой дизайн с выдвижным элементом, при помощи которого гораздо удобнее мотать пленку. Что касается объективов, здесь у нас на 4-й модели использовался объектив Юпитер 8М все эти долгие 20 лет. Здесь уже перешли в модели 4М на другую модель объектива Helios 103. Они без проблем взаимоменяемые, можно снимать и на тот, и на другой. По характеристикам вроде как считается, что Helios 103 превосходит модель Юпитер 8М. У него чуть больше светосила на треть стопа, у него больше разрешения, и он имеет немножко другой дизайн. Не знаю, может быть даже чуть более стильный, хотя и Юпитер 8М тоже вполне себе приятно смотрится. Но снимать мне почему-то понравилось больше на Юпитер 8М. У меня, к сожалению, не было сильно большого опыта съемки на эти оба объектива. Но то, что получилось на Юпитер 8М, мне как-то больше понравилось. А по ощущениям от Helios 103, ну, Helios и Helios, по большому счету. Также закручивает фон. Какого-то супер разрешения я не заметил, каких-то особенных цветов. Юпитер 8М в этом смысле мне показался более мягким объективом и каким-то более приятным. Возможно, я не прав. Ну и теперь, что касается элементов отделки. Они здесь немного поменялись. Если у нас на ранней модели 4 использовалась вот такая мелкозернистая кожа в отделке во всех элементах,
Было такое приятное анодированное покрытие. В модели 4М кожу заменили. Она стала какую-то иметь более грубую фактуру, на мой взгляд. Не такую изящную и не такую приятную в руке. В принципе, тоже вполне ничего, но все-таки мне она нравится меньше. Само покрытие как-то, не знаю, на мой взгляд, тоже какого-то менее приятного качества стало. Более какая-то грубозернистая фактура. Да и вообще ощущение от самого фотоаппарата по сравнению с предыдущей моделью, я уж не говорю про более раннюю тройку, оно все-таки какое-то другое. Если как бы не сравнивать, то вроде и ничего, вроде и так все хорошо, приятный фотоаппарат. Но если сравнить с предыдущей моделью, то все-таки видно, что качество исполнения его несколько подухудшилось. Это прям вот видно во всем. Какие-то детали стали менее точные, какие-то более кривые, что ли. Качество исполнения самих деталей как-то хуже. Все как-то больше болтается и люфтит. Задняя крышка, например. Я читал мнение в интернетах, народ пишет, что поскольку существенно ничего не модернизировалось, а все выпускалось на все том же старом оборудовании со старыми штампами, то просто штампы уже износились, и все это, весь этот металл, вся эта отделка, она стала выглядеть хуже, и качество сборки стало хуже. Не знаю, насколько это правда, возможно да, возможно нет, но по ощущениям действительно ранние модели лежат в руке приятнее, собраны, на мой взгляд, качественнее, смотрятся лучше, и как-то все совершеннее гораздо выглядит, чем на более поздних моделях. Соответственно, модели без экспонометра 4AM будет отличаться от модели 4M только, собственно говоря, отсутствием этого экспонометра. В остальном все будет идентично, так же, как и на предыдущих моделях. Это был такой краткий гид по отличиям между фотоаппаратами Киев 2, 3, 4, 4А, 4AM, 3А, 2А, может быть, еще какие-то модели упустил. Как я говорил, существенных отличий между этими фотоаппаратами нет, но про нюансы, которые мне удалось найти и вспомнить, я попытался рассказать. Если есть опытные товарищи, которые в комментариях могут подкинуть еще пару отличий, я с удовольствием почитаю и приму к сведению. Напоминаю, что эти фотоаппараты, объективы и другую фототехнику вы можете приобрести по ссылке в описании на мой профиль на Авито. А я на этом с вами прощаюсь. Всем хороших кадров и пока.